На носу что? Бородавка. Ну-ну. На носу масленица. Как правильно выбирать продукты к масленице? Роспотребнадзор напоминает: обращайте внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели. Масленица в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта. Для многих праздничных блюд, блинов, вареников, сырников, пирогов с начинкой и без нее общим продуктом является мука. К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание. Важно правильно хранить муку и просеивать ее перед замесом теста. Мука способна впитывать в себя окружающие запахи, поэтому важно соблюдать правильное товарное соседство. Рядом не должно быть моющих средств, бытовой химии, продуктов с резким запахом. Условия хранения муки должны соблюдаться как на промышленных производствах, так и дома. Изготовители акцентируют внимание на 4 аспектах. Первый – температура воздуха. В помещении, где содержится мука, температурный диапазон должен быть в пределах от 5 до 25 градусов Цельсия. Если верхняя граница будет превышена, то связывающие качества продукта начнут снижаться. Допустимо содержание на балконе или в холодном месте, но температура не должна быть ниже 0 градусов. Главная задача – предотвратить резкие скачки температурных показателей, чтобы избежать появления плесени или нагревания. Второй аспект – влажность. Этот параметр не должен быть выше 70%, независимо от температуры. Когда воздух сырой, то любая мука быстро портится. Такая среда благоприятна для размножения грибков и плесени. Если из-за скачков влажности и температуры на таре образуется конденсат, то это приводит к отсыреванию содержимого. Запах и клейковина испорченного продукта будут отличаться от первоначальных характеристик. Третий аспект – освещение. На муку не должны попадать прямые солнечные лучи. Идеальным местом для хранения будет шкаф с дверцами. Складские помещения с большими запасами должны быть притененными. Четвертый аспект – профилактика и защита от вредителей. На этот пункт влияют все вышеперечисленные аспекты сбережения. Кроме того, если помещение не отличается чистотой, то вредители вполне могут его облюбовать. Также при длительном хранении испорченной муки в ней остаются личинки и продукты жизнедеятельности насекомых. При выборе сметаны и творога нужно обращать внимание на условия хранения и маркировку. Температура хранения этих продуктов не должна превышать 6 градусов. В составе хороших творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Часто для начинки блюд на масленицу используют ягоды. Роспотребнадзор рекомендует не покупать замороженные ягоды, слипшиеся в один ледяной кусок. На ягодах, продающихся в режиме самообслуживания, могут быть микробы от грязных рук или кашля и чихания покупателей. При выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог. В этих случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных. Также Роспотребнадзор напоминает, что все блюда из мяса необходимо подвергать термической обработке, чтобы не получить кишечные инфекции или паразитарные заболевания.